Привет, друзья, с вами Спрут. Сегодня я расскажу, как устанавливать плагины на Homebridge. А для этого, первое, под видео есть ссылочка, вводим ее в браузер и смотрим, сервис у нас работает. Останавливаем ее, теперь идем на сайт с плагинами. С помощью них вы можете подключать свою технику к умному дому от Apple. Посмотрите, на сайте уже довольно-таки много плагинов, необходимо лишь найти нужный и настроить его. Об этом я сегодня вам и расскажу. А настройку мы разберем на базе Home Center 2 от Fibara. Это одна из разновидностей оболочки для управления умным домом с самым красивым интерфейсом. Находим плагин, здесь видим команду для установки. Вводим ее и бабах, ошибка. Но не страшно, пишем sudo и у нас все устанавливается. Ждем, пока все установилось. И пока можно поговорить про сайт. На сайте есть краткое руководство, но, скорее всего, там будет ничего не понятно, поэтому здесь придется вам разбираться. Но что делать, если хочется умного дома, придется немножко подумать самому. А теперь переходим в репозитарий. Там есть конфигурационный файл. Он, в принципе, есть почти в каждом плагине. Открываем его и смотрим. Здесь у нас указано стандартное описание, что должно находиться, и стандартные настройки. Теперь мы должны их ввести. Копируем команду, вводим в терминал и переносим на настройки. Теперь давайте по ним пробежимся. Первое — это название устройства, второе — юзернейм. Если мы несколько раз переподключаем наше оборудование, и оно у нас не определяется в HomeKit, то что-нибудь поменять в юзернейме поможет. Дальше идет пин-код. Это тот пин-код, который нужен для спаривания устройств с HomeKit. Я всегда ставлю по нулям, чтобы не мучиться с настройкой. Но если мы все настроили, то лучше поменять, чтобы к нам никто не подключился. Теперь переходим к настройке самого плагина. Верхние настройки мы менять больше не будем. Они у нас постоянны. Читаем, что написано в плагине, и вводим. Первое — это IP-адрес. Соответственно, вводим IP-адрес того оборудования, к которому мы подключаемся. В нашем случае, где у нас находится Home Center. Дальше вводим имя пользователя и пароль. Дальше вводим группировку. И дальше вводим время обновления устройств. Соответственно, как видите, все в принципе просто. Все описано в файле. Просто заменяем и вводим свое. Так можно настроить в принципе любой плагин, но будьте готовы, что все заработает не так, как вы хотите. Так как это open source, а open source он по-своему хорош, но по-своему и плох. Никто не отвечает за поддержку. И то, что он будет работать, тоже за это никто не отвечает. Но если он будет работать, то это счастье и вам повезло. Если нет, то обращаемся к разработчику или придется самим дописывать. Но здесь уже придется вообще включать голову. А тем временем мы сохраняемся и проверяем работоспособность. Если все хорошо, выводятся наши нули, которые мы выводили, и все это выглядит примерно так. А теперь можно переходить к настройке на айфоне. Если у вас все получилось, не забываем поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и добра!